Всем привет! Сегодня мы будем шить полотенце уголок. Буду я шить из махровой ткани. Это производство Турция. Очень плотное. По качеству мне нравится. Итак, прежде чем шить полотенце, нужно определиться с размером. То есть для кого вы его будете шить. Если, допустим, вы шьете для новорожденного, либо для малышей до года, то основной квадрат полотенца нужно вырезать размером примерно 80 на 80, либо 85 на 85 или 90 на 90. Допустим, вот такие размеры. Размер капюшончика вы регулируете сами. Я буду шить для ребенка постарше, на 2 годика. И сделаю полотенце размером метр на метр. По поводу размеров для новорожденного. Вот, например, у меня есть старое полотенце уголком. Оно размером 85 на 85 сантиметров. И уголок у него вот этот вот низ, он получается 48 сантиметров. Здесь до закругления получается 25 сантиметров. Уголки я тоже буду закруглять, поэтому, когда вы будете вырезать этот уголок на полотенце отдельный, то есть вы посмотрите, как оно по глубине, и если вы будете тоже подрезать, закруглять уголок, то либо сразу закруглите и посмотрите, чтобы осталось достаточно места для капюшона, потому что с уголком кажется, что сам капюшон большой, но в действительности он будет вот где-то вот настолько вот меньше. Как я уже говорила, у меня будет полотенце метр на метр. Я уже из махры вырезала квадрат метр на метр. И вот такой вот треугольник. Низ у меня 59 сантиметров. И боковые стороны по 40 сантиметров. Такой вот равнобедренный треугольник. Сейчас я возьму что-нибудь круглое и закруглю все углы. Вот этот вот верхний и вот эти вот на полотенце, чтобы легче было обстрачивать их бейкой. Я буду использовать вот такую вот бейку, или как она называется еще, окантовочная тесьма. Вы можете использовать, допустим, хлопковую бейку. Я, к сожалению, такую не нашла. Я взяла тарелку диаметром 25 сантиметров. Просто берем вот так вот, ее кладем и закругляем наш уголок. И точно так же с другими углами на наши квадратные детали. Также еще хочу заранее сказать, что если вы хотите чем-то украсить капюшон, например, сделать какую-то аппликацию, пришить, тогда делайте это сразу, потому что потом, когда уже вы пришьете это к основной детали, квадрату, то это будет сложно сделать. Еще забыла сказать, что перед пошивом ткань обязательно нужно продекотировать. Что касается махры, то ее лучше постирать. Гладить ее не нужно, потому что если мы будем гладить, то от глажки ворс он прижмется, он будет жесткий, и такое полотенце, такая махра вам долго не прослужит. Поэтому лучше просто стирать. Так как если не постирать, то махра, так как она хлопковая ткань также, она потом усядет, и изделие может искривиться. Поэтому заранее постирайте махру. Итак, вот мы все уголки закруглили. И теперь нам нужно вот эту вот нижнюю часть капюшона окантовать. Есть несколько способов, как это сделать. Эту часть мы пока отложим. Первый вариант — это мы берем вот так вот, накладываем лицом к лицу, пристрачиваем где-то на пару миллиметров, и потом, когда пристрочим,
отгибаем вот таким вот образом и на обратной стороне пристрачиваем. Я буду делать по-другому. Я проглажу тесьму вот так, чтобы она была ровно посередине. И сразу буду окантовывать вот таким вот образом. Серединка, мы вкладываем сюда наш капюшон и прострачиваем так вот по всей длине. Если у вас не получается ровно сшить, то можно для начала приметать, а потом уже пристрачивать. Когда капюшон готов, вот этот вот краешек можно слегка прогладить, чтобы именно сам край, чтобы тесьма уселась, стала на место, а то оно вот так вот растянуто. И теперь берем наше полотенце. Раскладываем. И накладываем наш капюшон, нашу деталь капюшона. Тут получается лицом вверх. Ну, махры, в принципе, без разницы, какой стороной. Прикалываем. Если есть что-то лишнее, тут немного подрастянулось, подрезаем. И можно, чтобы было проще, сразу пристрочить. Либо пока что просто сколоть. Тут лишние кусочки были сбоку. Я немного подрезала. И теперь начинаем таким же образом, как мы окантовывали капюшон, окантовывать все полотенце. Лучше начать где-нибудь снизу, чтобы тот шов, где мы начинаем и заканчиваем, чтобы он не был сильно виден. Здесь будет немного сложнее, так как здесь 2 слоя махры, поэтому здесь очень аккуратно. Можно даже, например, до сюда дострочить, и потом здесь аккуратно приметать сначала вручную, а потом уже пристрачивать именно зону капюшона.
Когда мы доходим до начала нашей строчки, мы также настрачиваем до сюда и оставляем еще примерно сантиметра 3 хвостик. Когда мы доходим до начала нашей строчки, мы также настрачиваем до сюда и оставляем еще примерно сантиметра 3 хвостик, можно даже 4. Отрезаем, конец подгибаем, чтобы у нас не крошился, где-то на сантиметра 1,5-2. Можно даже вот эти уголки, чтобы они не торчали, загнуть вот так вот треугольничком. И таким образом дострачиваем до конца. На этом полотенце наше готово. Убираем лишние булавки. Вот так вот у нас получается. Можно использовать и вот так, если вывернуть. Можно было бы сюда внутрь вкладывать ушки. Мне кажется, не очень удобно будет, что кожа головы малыша будет об шов тереться, поэтому лучше швом наружу. Также из остатков ткани можно сделать варежку, просто обычную прямоугольную, и купать малыша, типа как мочалка. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, если не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!